Получил новую GoPro Hero 9 Black из официального интернет-магазина. Помимо самой камеры, здесь еще полезные аксессуары, которые для меня жизненно необходимы. Быстренько расскажу о том, что в этой посылке и как я приобрел. На официальном сайте GoPro, gopro.com. На первой странице Hero 9 Black нас красиво встречает, нажимаем «Купить сейчас». И сразу же видим отличное предложение о том, что Hero 9 Black нам обойдется на 1000 крон дешевле при покупке здесь. И еще в эту цену будет сразу же входить годовая подписка на GoPro Plus, которая включает в себя безлимитное облачное хранилище, скидку до 50% на аксессуары на этом же официальном сайте и возможность замены камеры, если вы ее разобьете, утопите, я не знаю. Нажимаем «Добавить в корзину». Сразу смотрим корзину. И цена вместо регулярных 550 евро получается 390 евро. Подписка идет вдобавок. Это все вместе дает стоимость 440 евро. Если сравнить с ценами в ритейлерских магазинах, дешевле 540 евро, 550 нету. Значит, вот эта вот цена довольно сладкая. Мы экономим уже 100 евро сходу, минус цену подписки на GoPro, кому она нужна. Также я добавил себе немного аксессуаров, потому что у меня были они в 7-й камере. Ну, там все держатели, это все остается. Сумки, вот, батарейка. Батарейка новая, ее с 7-й версии нельзя поставить сюда. Они были совместимы 7-я, 8-я, по-моему, 6-я. Но для 9-й уже нужна другая. Я добавлял 2 батарейки, еще зарядку также для 2 батареек. То есть одна батарейка идет с камерой и 3 батарейки дополнительно зарядка. Это очень удобно, поскольку у меня 2 батарейки могут использоваться и 2 батарейки одновременно заряжаться, например, в машине при путешествиях. И также такой интересный аксессуар я добавил, первый раз попробую. Вот это адаптер для микрофона. Поскольку в самой GoPro нету входа 3.5 под микрофон, необходимо покупать оригинальный адаптер, переходник с USB-C на 3.5, чтобы подключить внешний микрофон. Я потом сделаю об этом отдельное видео. Но проблема вот в том, что, насколько я обзоры сейчас смотрел в интернете, в текущей прошивке Hero 9 Black этот аксессуар перестал поддерживаться. Но на официальном сайте GoPro есть ответ о том, что в обновлении в ближайшем ноябре они вернут поддержку этого адаптера, поскольку люди очень сильно возмущались. И вот в итоге за цену в 550 евро мы получаем камеру, годовую подписку на GoPro, 3 дополнительных батарейки, зарядку и еще адаптер для микрофона. 5530 крон. Камера отдельно у ритейлеров стоит тех же денег. Вот насколько это все получается выгодно. Плюс бесплатная доставка и довольно быстро мне привезли это все за 3 дня экспресс-почта из Нидерландов. Ну а теперь к самой распаковке. Коробка, кстати, пришла почему-то вот здесь немного надорвана. Надеюсь, там все в порядке. Будем открывать. Сама посылка. Раз. Выглядит все нормально. Начнем, пожалуй, с аксессуаров, о которых я говорил. Выложим все сюда. 2 батарейки, адаптер, зарядное устройство для 2 батарей и сама камера. Карта памяти, которая идет в подарок на 32 гигабайта. SanDisk Extreme. microSD HC, да, 3 ультра класс записи. GoPro пока идет в сторону. Начнем с батареек. Ну, батарейки как батарейки. В 9-й версии новая батарея, она уже несовместима с предыдущими версиями GoPro, поэтому пришлось докупать отдельно полный комплект. Вот так вот выглядит коробка.
надписи и скроем вот здесь внутри. Ниже. Мануал и сама батареечка. Вот она такая. По сути, раздутая батарея, увеличенная от предыдущих поколений камеры. Больше здесь ничего нет. Вторую батарейку вскрывать не будем. То же самое. Теперь возьмем этот зарядный кейс для 2 батарей. И еще батарея в комплекте. Dual Battery Charger Plus Battery для Hero 9 Black. Поскольку поменялась батарея, зарядка, конечно, тоже новая. Совместима с Hero 9 Black. В будущем, я думаю, в 10-й версии они не будут менять батарею. Поэтому, скорее всего, будет совместима минимум с одной следующей версией. Может, еще с несколькими. Так, что здесь? То же самое, как и было, по сути, с предыдущей зарядкой. Micro-USB. Какой micro-USB? USB-C. Скорее всего, он только для зарядки. Наверное, не будет передавать данные на компьютер. Такая же батарея. Мануалы. И сама станция зарядная. Она стала немного ниже, потому что предыдущая, насколько я помню, была такая вот повыше. Сюда батарея вставляется одна и вторая. Да, в предыдущей зарядке батареи закрывались полностью, не выпирали. Может, это было даже лучше, если где-то она будет у вас, например, в машине валяться там и заряжаться в подлокотнике или между передними сиденьями. 2 индикатора, вход USB-C. Это все в сторону. Вот этот вот аксессуар, адаптер для внешнего микрофона, вот. Называется Pro 3.5 мм майк адаптер. Совместим с Hero 8, 7, 6, 5. Про 9 версию еще здесь не написано, ну, потому что еще не проапгрейдили упаковку. Но на данный момент, насколько мне известно, в текущей прошивке Hero 9 Black он почему-то не поддерживается. Поддерживается только вот этот внешний медиамод с внешним микрофоном. Должны обновить. Но это я протещу. Вот такой вот адаптер. Я заказал специальный кейс, в который вставляется GoPro. И с отделением для этого адаптера, и он снизу монтируется. И все красиво будет выглядеть. Ну, в общем, качество хорошее. Провод толстый. И здесь корпус немножко прорезиненный. То есть он в отделении для этого адаптера в кейсе он не должен скользить и будет сидеть плотно. Сам микрофон и питание. Тоже руководство. Ну, сама камера. Распакуем. Хорошо. В принципе, в посылке даже не было больших уплотнителей, но ничего не побилось. С этого года GoPro уже не использует пластик в своих упаковках. Однозначный плюс то, что изначально в комплекте идет кейс, такой сумка. Для 7 версии я его покупал отдельно. Называется кейси. А здесь уже и упаковка более эко-френдли, только бумага и кейс в комплекте. Так, характеристики быстро все. Я не буду рассказывать о том, что умеет этот GoPro, как оно умеет. Вот. Он открывается. Да, кейс немножко меньше, чем предыдущий. Я его, скорее всего, использовать не буду, потому что в том у меня уже настроенное отделение, где лежат держатели, всякие крепления. Только перемещу камеру. Ну и вот, собственно, отдельно еще одна батарея. Таким образом, у меня их 4. USB-C.
Ну, мне кажется, да, с 7 версии шел USB-C 3.0. Кабель был толще и синий контакт. А здесь, походу, положили USB-C 2.0. Или, может, даже без поддержки передачи данных. Странно, конечно. Так, те же два крепления. На шлем одно крепление. В 7 версии было одно с плоской поверхностью, одно немножко с круглой. Вот только это с круглой здесь. Да, пожалели. Соответственно, стандартное крепление GoPro. Немножко видоизменена форма, но оно по-любому совместимо со всем остальным. Что снизу? Снизу ничего. Руководство, наклейки. Ну и сама камера. Да, сразу ощущаю, она стала больше и увесистее. 7 версии у меня уже нету, чтобы сравнить. Но стало побольше. Пленочки. Так. Пленок много, внешний экран, объектив. Вот так вот это все выглядит. Конечно, крепление. Читала о том, что нарекают на ее надежность этого крепления. Особенно вот так вот как-то будет держаться. То есть раньше кейс монтировался, сюда я сидел намертво, после уже монтировалось крепление. Как сейчас будет, время покажет. Будет ли это расшатываться, например, я монтирую на капот автомобиля, насколько это будет надежно? Ну, думаю, надежно. Ощущается, что это металл, GoPro должны были все продумать. Так, как открывается. Ну, даже не подготовился, да. Вот, вниз, да. Батарейка. HDMI выхода уже здесь нету. Теперь он только через внешний медиамод. Карта памяти сюда. Резинка достаточно солидная. Но чтобы использовать с внешним кейсом, придется эту коробку, то есть эту дверцу снимать. Но это все потом. Пока только распакуем, включим. Да? Все. GoPro, стандартное приветствие, приложение для настройки. В общем, вот так вот. Пришло все в целости и сохранности. И, как я уже упоминал, за цену, за которую я мог купить в обычном ритейлерском магазине только одну камеру, я получил камеру и еще кучу аксессуаров. Я не уверен, что это работает во всех странах. Я проверил это только в Норвегии. Поэтому, если это предложение действует в вашей стране, вам очень повезло. Я бы, конечно, советовал вам им воспользоваться. Спасибо.